Всем привет! Это SPL Lab, меня зовут Кирилл, и мы продолжаем серию наших обучающих видео. Сегодня мы перейдем к профессиональной части программы, это Event Mode модуль для проведения соревнований. Лицензия на эту программу платная, то есть если вот мы сейчас запустим программку нашу, вот то, что относится к Event Mode модуль, если мы нажимаем здесь Events, чтобы открыть, нам пишет лицензия не найдена. Что мы делаем? После покупки лицензии будет прислан вот такой вот файл. Мы должны его положить в папочку с программой. Открываем папку с программой, идем лицензия папка и в нее кладем этот файл. Все, положили, запускаем заново, смотрим, что у нас получилось. Итак, нажимаем Events и смотрим, вот у нас вылезает вот такое вот отдельное окно, в котором у нас будут все данные соревнований, какие соревнования были проведены. Здесь также можно создать соревнования и выполнить печать дипломов. Итак, давайте посмотрим основные элементы управления окна «Все соревнования». Сверху у нас выпадающий список со списком проведенных ранее соревнований. Но так как мы еще соревнования не проводили, у нас пустой список. Стоит отметить, что все соревнования хранятся на локальном компьютере в папке Events. То есть вот если мы откроем, вот она папочка Event Mode, и здесь у нас лежит файл, в котором содержатся все данные всех соревнований, всех замеров. То есть ни в коем случае этот файл терять и удалять нельзя, иначе вы потеряете все данные. Итак, дальше. Мы можем сделать новое соревнование. Это мы сделаем чуть позже. Мы можем продолжить ранее начатые соревнования. Мы можем напечатать дипломы. В одном из прошлых уроков мы разбирали, как сделать свой шаблон диплома. Вот, собственно, для этого он и нужен, чтобы отсюда его распечатать. Мы можем проводить одновременно, открыть несколько окон с разными форматами, с разными соревнованиями и между ними переключаться. По умолчанию у нас возможно проводить одновременно только одно соревнование. Но если мы включим вот эту вот галочку, то тогда мы сможем проводить несколько соревнований, просто между ними переключаться. Это бывает удобно, когда нужно разные форматы проводить на одной площадке одновременно и быстро переключаться между ними. Далее мы можем удалить соревнование. Допустим, мы что-то начали для тестов, и потом это нам не нужно, мы его удалим. Также мы можем импортировать данные соревнования, экспортировать их в текстовом виде. А далее есть кнопочка «Запереть», «Заблокировать соревнование». Для чего это нужно? Допустим, у нас прошло соревнование, оно здесь у нас в списке остается, и мы можем в любой момент его продолжить, внести в него какие-то изменения и так далее. Но если мы уже уверены, что нам больше в него никаких изменений вносить не надо, соревнование закончено, мы нажимаем «Лог», завершаем его, и все, больше никаким образом внести в него изменения нельзя. Дальше у нас кнопочка «Статистика по соревнованиям». Здесь мы увидим количество участников, сколько каждый из них прошел замеров и так далее. Это я покажу позже. Далее у нас кнопочка синхронизации баз данных соревнований. Это отдельная опция, она стоит чуть дороже, но позволяет в рамках одной организации приобрести несколько лицензий и на каждом компьютере синхронизировать данные замеров, данных соревнований через интернет. Далее у нас кнопочка «Турнирная таблица». Она отвечает за организацию, создание, просмотр турнирной таблицы. Это тоже мы разберем позже. Итак, давайте для того, чтобы у нас не было пустое окно, сделаем хотя бы одно новое соревнование и посмотрим, как здесь это все видно. Нажимаем «Новое соревнование», выбираем формат, вводим название, допустим, «Тест». Вводим имя судьи. Меня зовут Кирилл. Финиш. Все. Немножко ждем. У нас преобразуется окно. И все. Вот у нас окно менеджера соревнований заменилось на окно управления конкретным соревнованием. Мы создали первое соревнование. Далее.
зачастую неудобно вручную вводить участников, потому что это требует время на площадке, то есть чтобы судья сидел, впечатывал. Это не очень удобно, поэтому существует возможность импорта. Как она работает? Допустим, у вас есть предварительная регистрация. За несколько дней до соревнований участники сообщают свои контактные данные, и приблизительно вы уже можете знать, в каких классах они будут. Тогда вы можете, вот используя вот такую вот табличку Excel, файл, сделать, ввести уже туда данные предварительные. То есть я просто здесь от балды ввел вот фамилии. Класс, обязательно он должен точно называться так же, как он у вас называется в лиге, ну и просто номер. И то есть тут может быть любое их количество, ну здесь у меня 60 штук. Вы это предварительно спокойно подготовили, администратор это сделал, все данные здесь лежат, не обязательно класс прям точно указывать, он может быть потом всегда изменен, это не проблема. Вот. Но главное, что вы получили эти данные и сохранили, у вас теперь есть этот файл. Далее. Нажимаем кнопочку «Импорт», выбираем вот этот вот файл. И все. Вот у нас эти данные подгрузились. Программа нам пишет, что столько-то строк обработано, столько-то строк у нас фамилий добавлено, столько-то у нас не включено, потому что, ну, не поняла, допустим, мы что-то неправильно указали и так далее. Вот у нас в данном случае 59 обработано участников, потому что первая строчка считается у нас информационной, она обработана не была. Вот у нас соревнование со списком участников. Давайте мы его сейчас закроем, сохраним и посмотрим, как оно у нас появится в окне уже всех соревнований. Вот мы опять открываем все соревнования. Вот у нас это соревнование тест. Все мы видим. Когда, в какое время оно было создано, название, лига, на основании которой оно было создано, имя судьи и подразделение. Это важно для синхронизации баз данных. В данном случае у нас номер 1. Поскольку у нас соревнование только одно, вот мы его выбрали, мы видим сразу здесь список участников, мы можем их сортировать, вот это важный момент, можно нажимать на наименование и здесь выполнить сортировку по номеру добавления, по названию, то есть по алфавиту, по номеру автомобиля, сортировка по классу, ну у нас класс здесь только один, поэтому как бы не применяется, по количеству замеров и по результатам. Также здесь мы можем выбирать в выпадающем списке, какой нам показывает замер. Показывать лучший замер, показывать последний замер, показывать среднее значение между замерами или суммировать значения успешных замеров. Далее мы здесь можем выбрать участников для печати. Мы можем выбрать всех участников. Или же мы можем вручную выбрать, каких мы хотим напечатать участников, как дипломы, кому мы хотим. Либо можно нажать вот галочку топ-3, тогда программа в каждом классе выберет 3 участников с лучшими результатами. Но так как у нас сейчас замеров, вот количество замеров у нас у всех участников равно 0, то попросту программа никого и не может считать здесь победителем. Также для отображения у нас есть возможность фильтрации. То есть, если у нас много участников с разными классами, мы можем нажать, чтобы отобразить только нужный нам класс. Вот. Ну, в данном случае у нас один класс, поэтому мы его и только отобразим, ничего не поменяется. Также здесь есть фильтрация по количеству замеров. Если бы у нас были бы участники с одним, с двумя, с тремя замерами, мы также могли бы по ним отфильтровать и только их отобразить. Также мы можем выполнять быстро здесь поиск по номеру участника, быстро выполнять поиск по, допустим, К. Вот у нас все, у кого начинается с двойки номер и у кого начинается фамилия с К. Также здесь можно выполнить поиск и отображение, то есть фильтрацию фактически по номеру автомобиля. Вот. Это вот у нас окно, которое отвечает за соревнования. Теперь я хочу показать, что такое синхронизация баз данных, для чего вообще она нужна. Вот мы на одном компьютере
начали соревнования, вбили туда участников, возможно, даже провели какие-то замеры. Вот у нас есть все эти данные, и теперь мы можем перенести моментально эти данные к другому судьи на другой компьютер, вообще в другом городе, в другой стране, неважно. То есть, если у нас в одной организации существует несколько лицензий, они между собой могут синхронизировать данные и даже могут проводить, в принципе, одно соревнование. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Вот я запустил две копии программы. В одной лицензии одного судьи, в другой лицензии другого судьи, но в рамках одной организации. Смотрим здесь. Вот у нас здесь соревнование, вот это вот тестовое, которое мы с вами только что создали. Вот мы можем посмотреть. Здесь у нас 60, точнее 59 участников. Далее. Открываем у другого судьи. У него никаких соревнований нету, потому что он ничего не начинал, не создавал никаких мероприятий. Нажимаем синхронизировать данные, нажимаем синхронизировать базы данных. Итак, происходит синхронизация. Вот у нас вылезло окошко, что данные, базы данных. У нас появилось окошко, что синхронизация прошла успешно. Окей. Идем к другому судье, и он делает то же самое. Нажимает синхронизация баз данных. Ждем. Все, тоже появляется окошко, что все успешно синхронизировано. И смотрим, что сразу же у нас здесь в списке появилось это соревнование. То же самое у нас справедливо и в обратную сторону. Если мы здесь сделаем соревнование тест 2, пускай оно у нас останется пустым, сохраняем его, нажимаем также синхронизацию. Все, синхронизация выполнена. Теперь у нас здесь два соревнования. Одно, которое мы получили от первого судьи, и второй, который мы начали сами на вот этом правом компьютере. Здесь опять нажимаем, то есть закрываем это соревнование, чтобы перейти в общий. Сейчас здесь у нас одно сейчас соревнование. Нажимаем синхронизировать. Ждем. Синхронизация успешна. И вот мы тоже видим здесь эти два соревнования. То есть первое, которое мы начали на левом компьютере, и правое, которое вот тест 2 мы начали на правом компьютере. То есть таким образом в разных городах можно одновременно делиться результатами, и у всех судей одной организации будут данные статистики, данные замеров всех соревнований, которые были проведены в рамках одной организации. Еще хотел сказать, что в общем при синхронизации передается небольшой объем данных, так что мобильного интернета вполне хватит. Ладно, в общем с синхронизацией мы разобрались. Сейчас мы перейдем опять в одну копию программы и будем уже работать исключительно с ней. Теперь мы уже конкретно поговорим про то, как соревнования проводить, что можно внутри делать, потому что сейчас я это быстро показывал, но ничего не объяснял. Значит, по поводу окна всех соревнований мы разобрали все контролы, которые здесь есть. Теперь давайте соревнования уже обдуманно, спокойно продолжим. Вот, допустим, мы сюда загрузили данные участников, импортировали их. Вот у нас новое соревнование, оно началось. Сверху у нас все те же самые контролы, что, в общем-то, были и в окне всех соревнований. Во-первых, у нас здесь название написано, дата со временем, имя главного судьи, дата окончания лицензии. То есть лицензия выдается на 1 год. Если лицензия будет просрочена, то нужно получить будет новую. Это название организации, выдавшей лицензию, это название организации владельца лицензии, а это номер
подразделение. Это нужно для синхронизации. Если синхронизацию не используется, то тогда тут этого и нет. Вот, значит, все, есть у нас список участников. Что мы с ним можем делать? Также мы можем менять сортировку, как нам нужно, то есть по имени, по названию, по номеру, по классу, по количеству замеров и так далее. Здесь мы выбираем участников для замера. Если у нас двухканальная система, мы можем двух или там даже больше, 3-4 выбрать. Обычно измеряют двух, если это позволяет оборудование. Внизу мы можем вручную добавить участника. Вот нажимаем на эту кнопочку, пишем ему какой-нибудь номер. Сюда подгружается список участники, которые до этого были в соревнованиях. Но мы пишем нового, там напишем тоже тест с большой буквы. Выбираем класс, вводим номер, это не обязательно. Значит, вот здесь вот такой встроенный дополнительный опциональный момент. Мы можем сразу для некоторых типов соревнований мы можем указать количество динамиков. И исходя из этого выполнять какую-то корректировку результата. Ну, допустим, мы выберем, что у нас несколько, там, 2 15-дюймовых динамика. Нам сразу рассчиталось площадь этого динамика. Ну, опять же, это можно либо в, соответственно, метрической единице отобразить, либо в квадратных дюймах. Ну, это отдельная тема. Нажали Add, смотрим, и у нас появился вот он, участник, вот этот вот с названием тест. И вот у него в комментариях вот то, что у него есть такая площадь динамиков. Мы можем этого участника удалить, если он нам не нужен. Ну, вот давайте кого-нибудь другого удалим для примера. Нажимаем Remove, нас спрашивает подтверждение. Все, участник удален. Далее мы также можем, допустим, выбрать участника и отредактировать. Что обычно редактируется? Обычно меняется класс. Это самое распространенное. Меняем ему класс, сохраняем, и все, видите, у него класс Extreme, он у нас один такой. Соответственно, здесь мы можем отфильтровать по классу. Допустим, вот у нас один участник в классе Sinus 6K, а другой вот у нас, которого мы отредактировали, в Sinus Extreme. Это удобно, когда идет замер в одном классе, соответственно, нам нужно отфильтровать по названию классов и уже в нем делать замер. Ну, отобразим всех. Далее, что у нас есть внизу? Вот галочка «Скрывать окно». Если она у нас установлена, то после запуска замера у нас вот это вот окно автоматически будет скрыто, чтобы у нас на передний план вышло окно с данными замера. Это тоже удобно, чтобы судья следил, что вообще происходит, что оборудование работает нормально, то, что оно получает нормальные данные. И после замера окно обратно вернется. Но если нам это не нужно, или же мы можем как-то вот окна поместить на одном экране, то мы можем эту галочку снять. Далее у нас есть галочка «Включить внешнее окно». То есть это фактически включение табло. Если у нас подключен второй монитор к компьютеру, то окно будет автоматически выведено на него. Но у меня здесь не подключено, чтобы было нагляднее показать. Вот это окно, оно будет все время гореть, на нем будут отображаться данные замеров. Здесь мы выберем вот какого-то участника к замеру или даже двоих, то вот у нас, соответственно, поделится наше внешнее табло для зрителей. И у нас здесь будет лого организации, название соревнования, ФИО и класс участника, их результаты. И когда мы запустим замер, все это будет сюда дублироваться. Далее внизу у нас есть галочка «Зеркальное отображение». Что она делает? Она меняет местами у нас отображение участников между собой. То есть, если для судьи у нас отображение Гусев-Данилов, то здесь у нас зеркально Данилов
Гусев. Если же нам это не надо, мы эту тоже галочку не ставим. Значит, галочка отображения статистики, вот тройки, она нам после замера покажет тройку лучших участников в выбранном классе. То есть это для зрителей, пока между замерами у нас идет время, чтобы они не скучали и чтобы участники тоже видели, кто на данный момент в данном классе занимает лидирующие позиции. Так, ну мы выключим окно, чтобы оно нам не мешало. Вот давайте сейчас попробуем выполнить замер двух этих выбранных участников. Значит, сразу хочу сказать, что когда идет двухканальный замер или более, у нас участники должны быть либо в одном и том же классе, чтобы у нас критерий и алгоритм замера был один и тот же, либо, если классы имеют разные названия, они должны иметь одинаковый алгоритм, одинаковые настройки. Тогда мы сможем одновременно замерять двух участников. В разных классах с разными настройками замерить одновременно несколько участников не получится, потому что это ограничение логики работы самой программы. Так вот, мы выбираем участников. Итак, мы включим, чтобы у нас автоматически скрывалось окно. Нажимаем кнопочку «Старт». Итак, вот мы видим, у нас пошел обратный отсчет. И далее, что мы здесь видим? То, что у нас, поскольку здесь нет никакого сигнала, то у нас здесь пошло превышение по частоте у этого участника. А этот участник у нас вот подключен к генератору, у него вот такой вот результат. Соответственно, судья это видит, и если у нас включено внешнее табло, эта информация дублируется на табло. Еще раз повторюсь, данные синтетические, никакого отношения они к громкости не имеют. Все, прошел замер, окно у нас вернулось. Вот у нас красным отмечены только что замеренные участники. И что мы у них видим? У одного из них результат зеленый. Это означает, что замер прошел нормально. То есть замер не прервался, оборудование нормально отработало, это раз. Второе, что участник не превысил никаких критериев. А второй замер у нас желтый. И это означает то, что сам замер прошел нормально с технической точки зрения, но результаты у нас вышли за допустимые рамки. В данном случае у нас было ограничение по частоте. У каждого участника вот в списке справа есть вот такая вот кнопочка. Если мы на нее нажмем, то мы увидим детализацию по замерам участника. Соответственно, здесь написана его фамилия, класс. И вот мы здесь видим, что вот номер 1 замер. Был достигнут вот такой вот результат на такой-то частоте. Время замера, статистика, когда замер начался, когда он закончился, дата. И здесь у нас дополнительные данные гибридного режима. В данном случае это режим ПВР по мощности. Но у меня сюда генератор не подключен. Здесь вот такие как бы данные просто тестовые. Что мы можем сделать? Мы можем сказать, что игнорировать этот замер. Ну, если судья решит, что, не знаю, датчик отвалился или там стекло вылетело, ну, короче, что-то такое. Либо судья может сказать, что это вообще ошибка судейства, и этот замер мы не принимаем к расчету, то есть будет перезамер. Если же мы говорим игнорировать замер, значит это у нас замер, который, по мнению судьи, был невалидным. Также мы можем сюда написать какой-то комментарий, там что-то написать, что нам не понравилось. Или для себя, чтобы потом судья мог вспомнить, что же такое, почему замер оказался невалидным. Также бывает ситуация, когда участники отказываются от положенного, допустим, второго или третьего замера. Чтобы у нас все было в списке наглядно и правильно, мы просто-напросто можем добавить пустой замер, вот так вот нажать сюда, и даже в принципе мы можем ввести данные. Ну, это такое бывает, если произошел какой-то сбой, но есть видеозапись, мы помним, какие у нас
были данные замера, и мы можем там ввести, что был такая-то была у нас, такое было давление на такой-то частоте. Ну, все случается, иногда что-то случилось с компьютером, он выключился, но видеозапись была, что, в общем-то, такой замер был с таким результатом. В таком случае мы можем вот такой вот фиктивный замер синтетически ввести, и после этого он у нас будет в списках замера участников, вот, и, соответственно, если мы перейдем к следующему участнику, мы увидим, что у него вот один замер желтенький, который у нас прошел нормально, но участник вышел за установленные рамки по частоте, поэтому он у нас все равно как бы получается не считается, то есть сам замер у нас валидный, но результат его мы не засчитываем. Ну давайте этому участнику тоже добавим замер, введем, что у него пускай будет 152, допустим. Теперь у нас есть два участника с валидными замерами, у одного, так как мы сказали игнорировать замер, у него показывается, что замер только один, вот этот вот фиктивный, а у второго, соответственно, у нас оба замера, пускай из них один синтетический, но они оба как бы у нас, получается, засчитываются в количестве замеров. Вот, теперь смотрите, можно удобно по количеству замеров фильтровать. Также важно здесь показать, что мы можем отображать по результату, сделать отображение по лучшему результату, по последнему результату, сделать среднее, какое у нас здесь было, и просуммировать, какой же у нас какая была сумма результатов. То есть, допустим, если мы у этого участника снимем игнорирование замера, то у нас получится, что у него вот суммарно результат, вот, либо средний, вот, да, покажем. А здесь мы можем указать количество замеров для суммирования и для усреднения. Также вот есть удобная фишка, сейчас я ее покажу. Вот давайте выберем, допустим, двух других участников замеров, включим для наглядности табло. И, допустим, у нас они заехали уже, все нормально, и тут выясняется, что они встали неправильно. Для удобства мы нажимаем кнопочку Swap, и они у нас меняются местами. То есть также здесь мы нажимаем или отжимаем. То есть если что, если вдруг не надо ничего снимать выбор, ставить опять заново, нет, судья может быстро нажать кнопочку Swap и таким образом поменять последовательность участников, то есть какой он у нас к какому датчику подключен, к правому или к левому. Также у нас здесь есть окошко статистики. Здесь у нас будет вот 100%, это у нас 59 участников. С количеством замеров у нас с нулевым 57, с двумя замерами у нас вот два участника, это 3%. Это важно для оценки того, насколько у нас продвинулось соревнование, сколько нам нужно еще приблизительно времени, сколько у нас участников еще осталось к замеру. Соответственно, если у нас будет там участники с одним, с двумя, с тремя замерами, это тоже здесь все будет отображено. Ну вот, допустим, прошло у нас соревнование, мы закрываем, сохраняем, заходим сюда, выбираем его. Вот у нас все те же самые данные. Соответственно, здесь вот мы выбираем участника, которого хотим распечатать, нажимаем Print кнопочку сюда, и вот у нас уже идет превью, и это у нас шаблон, который мы с вами сделали в одном из предыдущих уроков. Вот он у нас автоматически подгрузился. Здесь у нас шапка диплома, вот фамилия, его место, класс, результат. Ну, это, в общем, все зависит от шаблона. Здесь можно как угодно скомбинировать. Мы выводим его на печать, и все. И у нас просто автоматом сразу же из этой вот таблицы вышел диплом для участника.
Также мы можем взять и данные всего соревнования выгрузить. Вот для этого у нас есть кнопочка «Экспорт». Мы нажимаем кнопочку «Экспорт», выбираем, в каком мы, соответственно, формате будем это делать. Это можно сделать либо в HTML файл, вот он у нас выгрузил, либо, я просто сейчас для сравнения покажу, либо вот в табличный формат для Excel. Вот, соответственно, для Excel это вот у нас такая табличка. Ну, здесь, в общем-то, все данные замеров. Если нужно нам куда-то их, может быть, на сервер как-то подгрузить, все это у нас в простом текстовом формате есть. Либо же, если мы сделали выгрузку в HTML, вот у нас будет вот такая вот тоже для загрузки на сайт сразу табличка со всеми результатами прямо из программы. То есть это четкие данные без каких-либо внесенных изменений прямо вот из программы. Вот это тоже удобно, пользуйтесь этим. Теперь давайте мы с вами попробуем создать соревнование и провести его с использованием турнирной таблицы. Также мы открываем, делаем новое соревнование, ТТ, турнирная таблица. Импортируем список участников у нас. Я его немножко модифицировал, чтобы их всего было 8. Далее нажимаем вот эту кнопку для перехода в режим турнирной таблицы. Что мы видим? Вот у нас фактически все поделилось на ячейки. Участники у нас распределены по парам. Вот, соответственно, программа сама выстроила у нас, что у нас должно быть 1/4 финала, так как у нас 8 всего участников, соответственно, у нас будет 4 ячейки замера. Далее мы выбираем ячейку, в которой должен быть замер. К слову сказать, если у нас были до этого квалификационные замеры, то программа будет распределять участников сильных к сильным, слабых к слабым. Выбираем нужную ячейку для замера, нажимаем «Старт». У нас проходит замер, и сюда вписываются данные замеров. Мы их можем вот так же посмотреть. Далее судья уже сам выбирает, какой из участников победил. Ставит здесь галочку. И автоматически программа переносит этого участника в нашем случае в 1/2 финала. То же самое мы делаем со следующей ячейкой, далее и далее. Вот мы выполнили замеры в 4 ячейках, и вот у нас вот эти вот участники попали в полуфинал. Соответственно, проводим замер в каждую из 2 ячеек, получаем 2 победителей, и вот он у нас финал, где мы тоже выбираем победителя. Если нам нужно сделать замер за 3-е место, мы нажимаем вот здесь галочку, и у нас тогда появляется еще одна ячейка, где у нас идет замер за 3-е место. Вот эта турнирная таблица. Здесь она у нас небольшая, всего 8 участников, ну, соответственно, их может быть и больше, то есть и 16 и так далее. Если у нас будет здесь число участников нечетное, не степень двойки, тогда программа сама добавит пустые ячейки. То есть для проведения соревнований по турнирной таблице не обязательно, чтобы у нас количество участников было кратно степени двойки. Можно выстраивать сразу же несколько турнирных таблиц по нескольким классам. Ну, у нас в данном случае только один класс, но если бы их было бы несколько, то мы могли между ними переключаться и в каждом из них проводить замер. И у нас в каждом бы из этих классов был бы свой победитель в конце концов. Вот, это что касается турнирной таблицы. Также здесь есть кнопочка по изменению последовательности участников. То есть, если нам нужно поменять их местами, мы также здесь нажимаем Swap. Это удобно. Данные турнирной таблицы мы можем также экспортировать. Здесь в принципе все то же самое, что и в обычном режиме. Вот, это что касается соревновательного режима.
программе, помогающей проводить соревнования со статистикой, с печатью дипломов и с сохранением всех результатов. Это был Кирилл, это SPL Lab. До новых встреч!